Добрый день, дорогие друзья и подруги по вязанию. Сегодня я хочу вместе с вами связать вот такую варежку. Правая у меня уже готова, мне нужно связать левую. Варежка не совсем простая, она как нельзя больше подходит для моих целей, а именно для выгула собаки. Мне нужно не только, чтобы пальчики были в тепле, но иногда, чтобы они открывались, чтобы собачке можно было дать вкусняшку и закрывать пальцы обратно, чтобы их не отморозить. Вот такое вот устройство, как вы можете видеть. Если сильно жарко, вот можно пристегнуть клапан на пуговичку, вот так вот отодвинуть пальчик, открыть. Вот, если вам тоже такое нужно, нравится, предлагаю связать вместе со мной. Итак, для вязания варежки нам понадобится пряжа. У меня Ланоса Альпакана. Толщина 130 метров на 100 грамм. Состав: шерсть. Говорят, что это мерино. 60% акрила и 25% альпаки. Производитель рекомендует спицы 6-6,5, а плотность вязания 13 петель и 17 рядов. Спицы у меня вот такие, 6 и 6,5. Крючки для разных ситуаций, они нам могут пригодиться. Линеечка, сейчас скажу, зачем она нужна. Ножнички, резиночка, нитевдеватель, иголка с большим ушком, маркеры, помечать всякое и пуговичка. И весь этот расклад не просто так, потому что нам еще нужно снять мерки с руки и примерно себе представить, что и как будет вязаться. Нам нужна сантиметровая лента. Так мы снимаем мерки. Мерка снимается по вот этой части, вот эти косточки. Так вот обвили, обкрутили руку, и что получаем? У меня получается 18,5. Но так как это по сути трикотаж, вещь растяжимая, поэтому я беру, чтобы было поплотнее, 18. Меряем длину кисти. У меня получается 18. Записываем себе 18. И сразу считаем, сколько это будет в рядах. Значит, я беру плотность производителя. Я обычно попадаю в плотность турков. Поэтому я беру за основу 13/17. Вы, если не уверены, лучше сделайте пробнички. И считаем, значит, сколько рядов нам нужно. 18 сантиметров я умножаю на 1,7 и получаю 31 ряд. И вот, значит, от запястья до кончика пальца у нас будет 31 ряд. Здесь вот такой вот пальчик, прибавки мы делаем в каждом ряду. Это делается для того, чтобы не нарушился рисунок здесь сверху. А так можно делать прибавки через ряд, но тогда будут они с этой стороны и с этой стороны. Да, в данной конкретной перчатке они в каждом ряду. И получается вот такой вот красивый переход. Так, у нас 31 ряд. Я вяжу от манжеты. Манжету я решила сделать 10 сантиметров. Ориентировалась я на то, что я просто вязала и надевала на руку. Сколько получается? Лучше в таком состоянии.
немножко растянутом. Мерить, прикладывать линеечку. 10. Так. Дальше после манжеты вяжем вот эту часть, ладонь и пальчики до примерно конца мизинца. Даже где-то вот до середины ногтя, до конца мизинца. Для этого тоже я возьму линеечку, приложу руку и смотрю, сколько у меня занимает вот это расстояние от запястья до конца мизинца. Это очень сложное вычисление. 14, да? Получается 14. И на вот эту шапочку остается еще 4 сантиметра. 14 сантиметров это у нас получается 24 ряда. Из них 4 ряда будет резиночка здесь. Вот мы пока смотрим в эту часть. Вот, 4 ряда резиночки. То есть 24 минус 4, 20 остается на рисунок. Рисунок у нас состоит из 13 рядов. Эти 20 петель, которые у нас остались на ладонь, отнимаем 13 на рисунок, получаем 7. И я хочу, чтобы у меня с обеих сторон было одинаковое количество петель. Я решила округлить в меньшую сторону и дать по 3 ряда с обеих сторон рисунка. Вот. И получается, значит, мы вяжем резинку, потом 3 ряда до звезды, потом саму звезду и еще 3 ряда после. А потом резиночку 4 ряда. И резиночку закрываем. С этим разобрались. Про шапочку я расскажу уже по ходу действия. Тут ничего сложного. Также нам нужно же в процессе вязания ладошки вязать пальчик. Нужно определиться, сколько же рядов нам нужно для расширения. Как я считала? Я считала от запястья, у меня же расширение начинается как раз вот от запястья, до вот этой перепонки, что ли, 6 сантиметров. Вот эти 6 сантиметров, это получилось у меня 10 рядов. 10 рядов, и так как у меня прибавок будет столько же, сколько и рядов, в которых их нужно делать, то получается, что прибавляется у меня 10 петель. Написала себе, что это у меня правая рука. Левая вяжется точно так же, просто в зеркальном отражении. Тут немножко мне пришлось поиграться с рисунком, практически нарисовать его вручную. Все для того, чтобы получился такой вот красивый переход. Самое главное, я не сказала, сколько набрать петель. И берем наши измерения. Значит, сколько мы посчитали окружность руки? 18 сантиметров. 18 на 1,3 получается 24 петли. Вот берем, набираем, берем спицы, которые меньше. Вот, и делаем набор. Какой у меня набор? Вот, если вам нравится вот такой вот край, как у меня, в принципе, достаточно эластичный. Ну, конечная точка у него, конечно, все равно есть, но она надевать перчатку не мешает. Имейте в виду. Вот. Покажу, как я его делаю. 24 петли нам нужно набрать. Делаю затягивающуюся петлю. Я уже, по-моему, в шапке показывала этот набор. Здесь я делаю то же самое. Сделали затягивающуюся петлю. Вводим спицу из-под низу. Сверху накидываем. Провязываем. И вот так вот переворачиваем. И из-под низу опять. Раз. Накид. Провязываем. Из-под низу.
накид, провязываем. Из-под низу, накид, провязываем. И так 24 петли мы набираем. 22, 23, 24 и 25 нам нужна для соединения. 25. Теперь распределяем петли. На таком малом количестве петель можно вязать и на 3 спицах. Для замыкания в круг. Так, смотрим, чтобы ничего не перекрутилось. Так, первую снимаем. Через нее продеваем последнюю, которую набирали. И затягиваем ниточку. Вот. По 8 петель. И вот вяжем резиночку 1 на 1. Начинаем с первой петли. Все как обычно. Лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. И так 10 сантиметров. Вот, я провязала 10 сантиметров манжеты. Измеряю я длину манжеты, надев ее на руку. Так, и теперь приступаем к вязанию ладошки. Мы начинаем прибавление, начиная с первого ряда. Так как мы 12 разделили на 3, получаем 4, значит, на вот первой спице теперь будет 4 петли, из которых мы будем делать расширение. Если вы вяжете варежку на правую руку, у вас здесь должны быть прибавки с наклоном влево. Если вы вяжете варежку, как я сейчас, на левую руку, у вас должны быть прибавки с наклоном вправо. Я прибавки делаю из протяжки. И себе тут для наглядности, я люблю понавешивать маркеров, и себе тут для наглядности я вешаю маркер и делаю прибавку из протяжки с наклоном вправо. Я смотрела другие видео, как-то очень замудренно объясняют принципы этих прибавок из протяжки. Вы берете протяжку, так ее надеваете на спицу и смотрите, куда она у вас смотрит. Если она у вас смотрит вправо, то у вас будет прибавка с наклоном вправо. Если она у вас с этой стороны смотрит влево, то у вас будет прибавка с наклоном влево. Все. Вам остается только провязать ее перекрещенной. Вся премудрость. И вот эту прибавленную петлю мы оставляем на спице. Вот здесь у нас будут все прибавки для левой перчатки. У вас здесь будут все прибавки. И я беру следующую спицу и провязываю то, что осталось на этой. Убираю в сторонку. А также здесь получается 4, 4 и еще 4. Я беру сейчас половину петель. 2, 3, 4. 4 и 4, вот 12. Ну, это прибавленное. Мы сейчас не считаем. Далее. Нам же нужно распределить петли. Это тыльная сторона, где будет звезда. Провязываем все петли. Я провяжу одной спицей.
Одной спицы, я же сказала, да? Так. Если вам неудобно, то, конечно, берите 2. Но есть такое незначительное количество петель, что можно справиться и одной. Так, вот. Все тонкие спицы убрали. Это был первый ряд. Второй ряд. Помним, что прибавки у нас в каждом ряду. Провязываем, провязываем. Прибавки делаем между спицами, не возле маркера. Маркер это просто мне, чтобы потом можно было отсчитать 10 петель. Короче, мне надо для наглядности. Вот здесь я со своей черной пряжей попытаюсь что-то объяснить, но суть в том, что протяжку нужно цеплять. Вот как проверить, что вы подцепляете то? Вы ее тянете, и петля это затягивается. Значит, это то, что нужно. Вот. Точно так же ее надеваете на спицу. Вот она у вас с наклоном вправо. И провязываете. Вот у нас уже 2. Вот у нас уже 2 прибавленные петли. Теперь все остальное провязываем до конца ряда. Третий ряд. Провязываем всю спицу, всю первую спицу, перекидываю маркер. И прибавим теперь третью петлю. Так, и тут протяжку эту подцепляем. Мне удобнее делать соседними спицами. Вот так вот. Вот, теперь у нас 3 прибавленных петли. И опять ряд провязываем до конца. Так, вот 3 ряда. Теперь у нас начинается узор. Так, теперь нам нужно будет перераспределить еще раз петли. Так как звезда содержит в себе 13 петель, а половина петель у нас 12, значит нужно пожертвовать одной петлей с ладошки, чтобы у нас вместился рисунок. На этой перчатке я пожертвовал одной петлей с этой стороны, с ребра ладони. С пальчиком мы не можем жертвовать, потому что он просто тогда будет уже. Значит, жертвуем со стороны ладошки. Здесь то же самое. Смотрим. Вот это вот у нас ладошка. Вот это 8 петель. Они остаются неизменными. Это наш пальчик. Вот так смотрим. Им жертвовать мы не можем. Значит, мы должны взять петлю с этой стороны, со стороны ребра ладони. Значит, вот одну петлю нужно перекинуть на спицу тыльной стороны. Я провяжу так. Все. Вот теперь у нас тут 13 петель. Сторона ладошки, значит, еще раз, вот это пальчик. И вот он, можно, я не очень разбираюсь в этих линиях, но, в принципе,
вот это расширение на пальчик, оно повторяет вот эту вот линию жизни вроде бы. Вот можете на это ориентироваться. Так, теперь присоединяем все-таки нить и начинаем вязать. Смотрим. Ну, пока можно в схему не смотреть. Тут все просто. Начинаю не с белой, а с черной. Пока так их возьму. Черная, белая. В принципе, на этой стороне, пока идет такая шахматка через петлю, можно и две нитки вместе держать и вязать. Черная, белая, черная, белая, черная, белая. Сколько бы у вас, в принципе, не было петель, смотрите, чтобы вот эта часть ладошки заканчивалась на контрастную нить. Она у вас будет заканчиваться каждый раз. Вы сейчас увидите. За счет чего и получается вот такая вот ступенечка. Делаем прибавку. Раз. Вот так вот поднимаем. Да, нам же нужна прибавка с наклоном вправо. Вот, делаем это. Лучше провязывать сразу уже, чтобы ничего не переносить. Соседней спицы. Вот. У нас здесь легко ориентироваться. 4-й ряд, 4-я прибавка. И провязываем вот так вот через одну. Не забываем контролировать натяжение. Белая, черная, белая, черная, белая, черная. Обязательно следите еще за тем, чтобы по краям у вас были черные петли. Далее переворачиваем. И тут рисунок. Тут уже две вместе не получится держать. Также смотрим. Так, здесь черная, хорошо. Нам нужно провязать 3 черных. Чтобы не была слишком длинная протяжечка, нужно перекрестить нитки. И вот так вот провязать. Далее смотрим. 1 белая. 2 черные. 1 белая. 2 черные. 1 белая. И 3 черные. И вот первый ряд готов. Дальше второй. Крайняя. Вот можно перекрестить тоже. Так, черная. И тут опять черная. Тяну белую, а должна быть черная. Так, здесь аккуратненько, чтобы не вылез хвостик. Так вот. Так, здесь белая. Опять-таки чередуем. Белая. Черная. Следите, как у вас повернуты петли, потому что я вязала по-разному. И петли у меня повернуты по-разному. Так, здесь опять мы приходим к прибавке. Видите? То, что я вам говорила. Вот эта часть, где у нас прибавки, должна заканчиваться белой петлей, белой пряжей. И опять из протяжки. Опять я подбираю из протяжки. Здесь ее надо еще найти.
Так. Вот это, наверное, она сейчас. Не все так просто. Тянем за ниточку, вот эту протяжку, и смотрим, какая петля затягивается. У меня затягивается вот эта. Значит, я подобрала правильную протяжку. У меня здесь прибавка с наклоном вправо. И вот я ее провязываю перекрещенной. Вот так. И вот это 5-й ряд и 5-я прибавка. И так всего нам нужно сделать еще 5 прибавок. Вот сделав прибавку, я вяжу в том же шахматном порядке до конца ряда. Последняя, правильно я поняла, да? Последняя черная. Переходим на тыльную сторону. Здесь опять идут 3, значит, здесь у нас 2 петли. Надо перекрещивать нитки, чтобы не висела длинная белая протяжка. И вяжем 3 черных. Так, здесь уже дальше 2 белых. Три черных. Раз, два, три. 2 белых. Раз, два. 3 черных. Раз, два, 3. Вот второй ряд готов. Приступаем к третьему. Я еще 2 ряда с вами провяжу. Я думаю, что вы уловили принцип. На всякий случай пусть будет. Вы всегда можете промотать вперед. Я специально делаю тайм-коды, благодаря которым вы можете безболезненно это делать, не теряя смысла видео. Так что пользуйтесь. Я пока провяжу еще 2 ряда с комментариями, конечно же. Здесь опять первая петля черная обязательно, следующая белая. Черная, белая, черная, белая, черная, белая. Вот видите? Опять обращаю ваше внимание, что на этой спице последняя петля после провязывания белая. Делаем прибавку из протяжки. Тут легче, конечно. Провязываем ее перекрещенной. Сейчас потерялась в волокнах. Не очень-то видно. Так, вот. И вот у нас 6 прибавок. 6-й ряд, 6 прибавок. Всего у нас 10 рядов, напоминаю. И вяжу теперь в шахматном порядке до конца ряда. Вот здесь у нас на этой спице начинается черная, значит вяжем белой. Белая, вяжем черной и так далее. Последняя черная. Так. Рисуночек наш. Рисуночек тоже тут 3 черных. Провяжу 1 черную, перекрещу и вяжу 2 еще. Вот 3 на спицах. Теперь 3 белых. 3 белых. Раз, 2, 3. 1 черная, 3 белых. Три черных. Вот третий ряд рисунка.
Переворачиваем. Так, еще этот ряд с вами провяжу. Так, 3. Здесь перекрещиваем. Провязываем 2. Белая. Черная. Белая, черная. Белая, черная, белая. Вот. На спице последняя белая петля. Поднимаем петлю из черной протяжки. Я не говорю об этом, но заметьте, что я поднимаю петлю из черной протяжки. Вот. Вот тянется эта петелька. Надеваем, провязываем. Вот. И теперь тут 7, да? 7. Вяжу до конца ряда. И когда здесь будет уже 10 петелек и провязан ряд до конца, я к вам вернусь. В этот момент мы будем отделять пальчик от ладошки. Так, вот я провязала 10 рядов в общей сложности. Получается вот 10 петелек, которые я прибавила на этой спице. Вот они. Это у нас пальчик. И эти петли нужно переснять куда-то. На нить, на дополнительную спицу, на булавку, куда-нибудь. Потому что нам они, в принципе, сейчас уже не нужны. Дальше будем вязать под эту часть. То есть расширение на пальчик мы уже сделали. Так как тут совсем всего ничего этих петель, я переношу на такой вот маркерочек. В общем, выводим их пока что из работы. Вытаскиваю спицу. Вот так вот. И чтобы подстраховаться, и вот здесь вот не было огромных протяжек, я беру еще вот такой маркер. Можете взять какой хотите, в принципе. И соединяю, вот здесь вот его цепляю, вот так вот, чтобы спицы были плотно одна к другой. Вот, и дальше продолжаю вязать по кругу. Тут уже все, не надо делать никаких прибавок-убавок. Сейчас я опять распределю эти петли на 2 спицы. Здесь у меня останется одна. Как видите, половина узора уже провязана. Осталось провязать еще вторую половину. И в конце я уже к вам включусь и скажу, что дальше делать. Значит так, вот я довязала полностью весь рисунок, эту звезду. И теперь смотрим наши записи. По нашим записям, после рисунка еще вяжем 3 ряда просто черной нитью. Значит, на этом этапе белую можно отрезать. Так, вот я провязала 3 ряда. И теперь давайте вспомним о том, что в процессе мы прибавили 10 петель. О чем это я? О том, что общее число петель, которые у нас сейчас на спицах, на 2 больше, чем нужно. Что нам
с этим делать, а делать нам нужно убавить 2 петли. Одну здесь, одну здесь. То есть берем сейчас и прям вот здесь, я вот думаю, как лучше. Как лучше. Эту я спущу и вот провяжу 2 вместе. И, собственно, с этого момента мы начинаем вязать резинку. После того, как провязали 3 ряда. Вот отсюда она и начинается. Вот. Резинка у нас 1 на 1. То есть я провязываю вот 1 лицевая, 1 изнаночная. И для того, чтобы эта часть была уже, можно взять даже еще спицы поменьше. То есть у меня были 6,5, я меняю на 6. Будет лучше даже, если вы поменяете на 5,5. Или же можно резиночку вязать перекрещенными петлями. Перекрещенными петлями можно вязать и лицевые, и изнаночные одновременно. Я вяжу только изнаночные. То есть лицевые у меня идут как обычно, а изнаночные перекрещенные. Не забывайте, что номер спиц нужно поменять. И ориентируемся на то, что на каждой спице будет просто так удобней. Должно быть по 8 петель. Нам уже не нужно соблюдать рисунок никакой. Вот. Лицевая, изнаночная, лицевая, я перенесу обратно сюда. Угу. Вот 7 их получается. Эту перенесу сюда. Вот она. Изнаночная. Так, 1 спица готова. Следующая. Тут тоже 6. Делаем в процессе 8. Лицевая. Изнаночная. Лицевая. Изнаночная. Лицевая. Как нам сделать, чтобы было красиво? Сделаем. Я больше люблю делать убавки в лицевых. Тем более изнаночные у нас перекрещены. Так что вот, провязываем 2 вместе. Лицевая. Вот. Имеем 5 петель. Не очень так удобно, конечно. Так, теперь изнаночная. Изнаночная. Лицевая. Изнаночная. Вот, опять 8 на этой спице. Теперь берем и заканчиваем ряд. Лицевая, перекрещенная, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Сейчас тут я так вот. Все. Первый ряд резинки готов. И нужно связать еще 3. Так, теперь приступаем к закрытию края. Значит, я выбрала способ, конечно же, эластичный. И мне он очень понравился, что получается. Как тут нужно действовать? Значит, вот начало. Снимаем петлю, делаем накид,
И надеваем обратно на спицу. И теперь вот так вот через 2 спицы провязываем, вот так вот протягиваем через 2 петли, не спицы, петли. И вот получается, это у нас закрыта 1 петля. Теперь опять накид, снимаем эту и вводим в 2, вот так вот провязываем. Опять накид, эту снимаем и вот так вот теперь вводим в 2 и провязываем. Как называется этот накид, как называется это закрытие, я не знаю. Оно довольно простое, эластичное и подходит нашим целям. Сейчас я закрою уже до конца. Останется 1 петля. Вот. И эту спицу можно отложить в сторону. Вот что получается в итоге. Что у нас еще тут? Нам нужно с большим пальчиком разобраться. Тут, в принципе, все просто. Этот маркер я снимаю, который у меня тут был для закрепления. Так. Смотрим. И потихоньку снимаем с этого. А я делала как? Здесь получается 8 петель. Значит, на одну спицу 2, на следующую 4 и на следующую 2. Почему здесь 2? 2, потому что еще по одной петле мы наберем здесь вот с этого перехода. Так, и я начинаю присоединять вот отсюда, чтобы у меня уже было какое-то к этому моменту натяжение нити, и можно было тут получше стянуть, может быть, если это будет необходимо. Сейчас посмотрим. Кончик достаточный. Эти 2 провязываем. Так, и смотрим, что тут у нас. Этот кончик я вывожу сюда, чтобы он мне не мешал между спицами. Теперь надо разобраться, какие точно петли. Угу. Вот эти петли. Значит, я беру всегда вот эти. Вот они как бы такие бездомные. Никакой протяжки между ними нет. И вот я... И так переснимаю и провязываю как скрещенную петлю. Вот так. Здесь у нас на спице получается 3 петли. И теперь смотрим здесь то же самое. Вот эти вот так 2 подцепляем. И точно так же скрещенными
их провязываем, только смотрим, чтобы было наоборот. Это не суть важно, но для красоты нашего вязального повествования это будет лучше. Вот. Все. Считайте, петли на пальчик набраны. Вот у нас получается набрано 4, 6, 10 петель для пальчика. И я уже не помню, рассказывала я про расчеты или нет на пальчик. Я сказала, что я позже, но я повторю. Значит, я померила, у меня длина пальца 5 сантиметров. 5 сантиметров это 9 рядов. Также я решила, что у меня будет 5 рядов провязано лицевой гладью и 4 ряда резинка. И потом я закрою краешек. Я краешек не делаю убавки, не затягиваю его, а оставляю вот так вот открытый. Первый ряд, я считаю, провязан. Теперь нужно провязать еще 4. Вот 5 рядов. И теперь еще нужно провязать 4 ряда резинки 1 на 1. Тоже нужно взять потоньше спицы. Здесь можно петли не перекрещивать. И вяжем 4 ряда. Так, вот 4 ряда резинки тоже готовы. И теперь нужно закрыть край, так же как я его закрывала здесь. Также я буду закрывать и пальчик. Вот, собственно, варежка сама готова. Вот как это выглядит. Пальчик. Теперь нужно сделать этот клапан или шапочку. Ну, смотри, как будто шапочку надеваем. Вот, значит, делается это дело очень просто. Берем теперь спицы обратно потолще, которые вот отсюда, и набираем. Я набирала со второго ряда, потому что третий у меня уже получается там перекрещенные петли, не сильно удобно. А со второго ряда как раз то, что нужно. Набираем. Я набирала прямо над рисунком, вот он у меня. Набираем 13 петель. Раз. Я поддеваю за правые половинки. И вот здесь уже идет черный ряд. Ага, ну вот 13. Ага. 3, 5, 5. Вот как раз 13 этих петель мы набрали. Отлично. Далее присоединяем нитку. Берем нитку и вот то, что у нас на этой петле, провязываем лицевыми петлями. Вот так вот. Так. Все. Вот 13 набрали. Всего у нас должно быть, как мы помним, 24 петли. 24 минус 13 получается 11. И набираем самым простым способом. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. На другую надо еще. 7, 8, 9, 10, 11. И теперь это все соединяем в круг, провязываем. Провязали. Теперь здесь
Тоже дальше провязываем, но не просто, а резиночкой 1 на 1. И так хорошо крепенько подтягивайте. Изнаночная, лицевая. Вот, смотрим по изнаночным петлям, по бубочкам 4. Отлично. Дальше смотрим в записи. И у меня здесь написано, что еще нужно провязать 3 ряда просто по кругу лицевыми. Почему? Потому что общее число петель у меня 31, общее число рядов у меня 31 ряд. Здесь мы провязали до резинки 19 рядов. Так, потом еще идет 4 ряда, то, что у нас здесь пошло в район резинки. Это 23. И 5 рядов убавок, это я вот себе решила, что будет 5 рядов убавок. Когда я сомневаюсь насчет убавок, я прописываю себе каждый момент, где я буду убавлять. Вот у меня начинаются убавки с 24, в каждом ряду, убавки в каждом ряду. И я убавляю в каждом ряду по 4 петли. Вот у меня 24, 20, 16, 12, 8 и 4 в конце концов остается. В общем, 5 рядов убавок. И из этого, если из общего значения вычислить все вот эти вот 19 рядов, у меня здесь 5 рядов, которые убавки, 4 ряда, которые резинка, получается вот это расстояние мы вычисляем, которое еще нужно провязать. И это 3 ряда. Вяжем 3 ряда. Вот 3 ряда провязаны, теперь переходим к убавкам. Так. Убавки тут самые простые и красивые. Мне нужно, чтобы по бокам шла косичка. Чтобы получить косичку, нужно в начале спицы, что мы делаем? Переворачиваем петли и провязываем. И петля укладывается у нас влево. Провязываем до конца ряда. Вот. А в конце просто провязываем 2 петли вместе. И точно так же здесь. Первые 2 переворачиваем, провязываем, вяжем до конца. И провязываем 2 вместе. Вот у нас вот так вот петли красиво укладываются в косичку. И вяжем, пока не сократим до желаемого числа петель. Вот я уже убавила так, что у меня осталось по 3 петли на каждой спице. Вот так вот. И наше изделие, так, да, левую руку, изделие практически готово. Вот так. Остается закрыть верхушечку и пришить пуговичку. Вот так вот. Петелька. У меня вот такой крючочек. На самом деле вам подойдет, я думаю, любой толстый крючок. И по ходу вязания петелек вы примеряете, как проходит пуговичка в эту петельку. Берем ниточку. Вот сюда ее под косичку продеваем, подхватываем.
крючок под косичку надеваем, берем ниточку, продеваем крючок, вытаскиваем и так, раз, два, три, 4. И сюда закрепляем, пропускаем вот этот вот уголочек чуть-чуть, вот так одну петельку, и вот сюда через одну закрепляем. Вот так вот. Но ничего сейчас не обрезаем, потому что нужно примерить пуговичку. Берете так, раз, проходит, о, прекрасно. Прекрасно. Раз. Все. И вот это вот теперь ниточку обрезаем. И в принципе перчатка-варежка наша готова. Остается закрепить кончики. Так вот сюда это все выводим на изнаночку. На изнаночку выводим. Все. Остается только их постирать, может быть, отпарить, чтобы все петельки встали красиво в ряд. И все, пожалуйста, можно носить. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик. Впереди будет еще много полезных и интересных видео. Пока!